Кис-кис-кис, я котик, ты котик. Ребятушки, всем привет! Вы на канале Трайза, меня зовут Карина, и добро пожаловать на продолжение игры Gone Home. Перед тем, как мы начнем, хочу вас поблагодарить за вашу поддержку, теплые слова, и вас столько подписалось за эту неделю. Хотя я отсутствовала по причине здоровья, я заболела и до сих пор болею. Поэтому заранее извините, если я буду кашлять во время стрима, во время летсплея. У меня немножко изменился формат, как вы видите. Вот сзади я установила себе бэкграунд, как и хотела. Но это временно. Думаю, что когда-то это будет более симпатичнее смотреться. Я еще добавлю какие-то огонечки, светильнички ламповые. Поэтому, мне кажется, так намного лучше. Мое лицо более выразительнее. Насчет микрофона я тоже попыталась его как-то настроить. Надеюсь, сейчас вы меня слышите более четко и лучше, но это не факт. Мы с вами это проверим по окончанию этой части игры, поэтому я ничего сказать не могу. Я проверяла 1000 раз, вроде бы ничего не клипает, не обрывается. При высоких частотах, низких частотах все вроде бы работает хорошо. Но я ничего не могу обещать, так как я не звукорежиссер, не звукарь, я вообще в этом ничего не понимаю. Я, правда, стараюсь сделать мои видео комфортными для вас, как по звуку, так и по картинке. Теперь я, кстати, не квадратная, а такая более прямоугольная. Тоже сделала более такие вот широкие углы, чтобы вы смогли более... менее видеть мои размахи руками, я не знаю. В общем, я думаю, что так, надеюсь, что так вам будет лучше, красивее. Это было маленькое предисловие перед началом. Поехали продолжить. Так, в прошлый раз мы с вами остановились возле этой доски Уиджи. Я помню, что мы еще с вами крест таскали. Надеюсь, игру слышно хорошо. Меня слышно также хорошо, потому что перед записью игры я также проверяла, минимум раз 5, что как звучит. Поэтому, да, надеюсь. Прочесть записку мы уже прочли. Доска уже нам ничем не поможет. Мы хотели с вами что-то найти вроде как, да? Я крест потеряла. Что-то крест я вроде здесь киданула. Ну ладно, мы не будем зацикливаться на кресте. Мы это прочитали, прочесть записку. По-моему, да. Фильм вышел в прошлых выходных, и тот все время нам говорит. По-моему, мы это прочли. Я что хотела сказать. Мы сейчас с вами вернемся в комнату этой девчули, сестры нашей. Где эта комната только? Вот она. Я вот это пропустила в прошлый раз. Я не заметила эту записку. Я вообще не заметила эту записку. Взять подушку, швырнуть ее куда-то подальше. И я вот эту записку пропустила в прошлый раз. Я это точно уверена, потому что я пересматривала прошлую часть, и я такая, чего, там записка? И потом мне дошло, что я вообще не прочитала, и думаю, господи, надо будет в следующей части, я аж плюнула себя. Вернуться и прочесть обязательно. Так вот, привет, Лонни. Я написала это на первом уроке и закинула в твой шкафчик, пока шла на второй. Я подумала, что так должны поступить крутые ребята. Отпишись мне, у меня тут еще идейка для рисунка возникла. 2 кошки на мотоцикле. Господи, я вечно пугаюсь этой грозы. Кстати, в реальной жизни я тоже грозы боюсь очень сильно. Грозы в целом. Эй, это отличная идея. Вообще-то крутые ребята посылают друг другу сообщения на пейджер. Но мы-то круче их. Догадайся, почему. Они не смогут засунуть такое в пейджер. Давайте посмотрим. Вот еще и ответ есть, оказывается. Нифига себе. Подождите, я хотела рисунок посмотреть. Это Молли и Зара. Молли ведет, Зара сзади. Ой, так, твой рисунок с кошками был таким классным, что я решила добавить фон и сделать его еще круче. А может быть, мне все же не стоило отвлекаться от урока? Ха-ха, мне понравилось. Откуда ты знала, что их собирались похитить пришельцы? Я смотрю на мистера Пиша и представляю, что у него дома живет куча кошек. Еще мне кажется, что он очень стыдится того, что не пропускает ни одной серии 90-210 Беверли-Хиллз. Я вам говорила это в прошлой части, что это девочка из 90-210 Беверли-Хиллз. Не помню, как зовут актрису, к сожалению. Надо спросить его про кошек после урока. Он сказал, что у него есть 2 кошки, а еще, что он никогда не смотрел 90-210.
Но по его глазам я заметила, что он врал. Угу, мальчики не такие. Кстати, мальчики реально, вот, кто-то H2O смотрел, просто добавив воды, не признается. Да чё стыдиться, господи, мы все люди, ребят. Или еще какие-то вот, ну, другие. Окей, мы прочли, что дальше? Может быть, мы что-то пропустили еще? Ну, я точно не читала эту записку, это я прям уверена, а вроде бы как все мы взяли. Мы должны ключ найти, вот это я точно знаю. И мы в прошлый раз ключ не нашли. Крест, кстати, животворящий. Ну, а знаете что? Я не знаю, вот как бы где ключ найти. Но если что, я скипну, вы же знаете, да? Если что, я просто здесь оборву запись. Короче, я все брожу, решила посмотреть снова на карту. Короче, у нас вот есть, я сейчас мышкой покажу, вот такой вот крестик. И я сейчас нахожусь, в принципе, здесь. Я пришла к этому крестику, и я надеюсь, что я здесь сейчас открою, что это где-то вот здесь. Подождите, не здесь, немножко вот там, наверное, да? Да, вот здесь. Какой-то бред, я столько блуждала вообще по этому дому. Да, вот. Или? Да, наконец-то. Я нашла. Ура. Так, подсказка вторая. Второй листочек нашелся. Так, читаем. А что прочитать? Ну, короче, 51. Все, у нас есть две части, в принципе. Отличненько. Полная комбинация с шкафчика Сэм я положила в рюкзак. Отлично. Прочесть рассказ. Давайте прочитаем рассказ. Рай на краю света. Лично не читать. Зеленый ледник. Часть вторая. Саманта Гринбрайер. 9 класс. 1-12-92 год какой-то там, да? Вроде как. Ну вот. Аллегра вместе с разведывательной командой, находясь высоко на ветвях дерева, в своем укрытии осторожно наблюдала сквозь плотный занавес шуршащей листвы. В нескольких футах от нее солнечный свет отражался от склонов ледникового бассейна, к которому рос этот лес. Это было необычное зрелище. Густая зелень произрастала рядом с мертвыми ледяными формированиями. Не раздумывая, Аллегра спрыгнула с ветки. Первый помощник был в плену у племени амазонок зеленого ледника. Его жизнь висела на волоске. «Мы должны поторопиться!» Ее группа последовала за ней тихо, словно легкий бриз сквозь листву. Аллегра приземлилась на полянку и закричала: «Остановитесь!» Она увидела королеву амазонок, которая важно сидела на троне. Королева тянулась к рычагу с намерениями сбросить первого помощника в огромный чан с водой. Аллегра покричала «Нет!» И в итоге в этот момент швырнула саблю к тянувшейся руке. Было уже поздно. Первый помощник с криком упал в воду, после чего все пугающе застыло. Аллегра в страхе и отчаянии оцепенела. Она опоздала. Скоро на поверхности показалась голова с каштановыми волосами, точно как у первого помощника. Его пальто насквозь промокло, но когда он выбрался из чана и вода стекла с него, Аллегра увидела, что первый помощник изменился. Он не был больше похож на мужчину, его глаза, лицо, волосы, руки и тело были женскими, но все еще в одежде первого помощника. Она заговорили нежным, мягким голосом капитан. Королева амазонок сказала: «Теперь она одна из нас, она наша». Аллегра выхватила кремниевые пистолеты из-за пояса, и ее команда обнажила мечи. Аллегра пристально посмотрела в глаза королевы и сказала: «Это любовь всей моей жизни, и ты не отнимешь ее у меня». Вот как-то так. Окей. Мы рассказ прочитали, у нас здесь, в принципе, мы уже собрали две, в принципе, комбинации. Мы собрали комбинации, мы идем наверх, чтобы эту комбинацию ввести, собственно. А можно как-то быстрее. Господи, вот эта лестница, она лагает. Это я прям, вот смотрите, она фризит. Разработчикам что-то поделать с этой лестницей, лестница явно фризит. А можно как-то бегать? РТ, РБ? Ой, сорян. Нет, зумить и все. Окей. Короче, у нас здесь комбинация. Давайте мы зайдем с вами в рюкзачок. Как зайти в рюкзачок? Вот. 0,51. Ну, собственно, 0. 50.
И 1. Открыть. Ха-ха! Есть! Взять пачку сигарет. Она курила. Окей. Положить обратно. У нас здесь ключ. Ключ от подвала я положила в рюкзак. У нас здесь ключ от подвала. Лоня зашла сегодня, но с ней было что-то не так. Она молча сидела на моем стуле, даже не смотрела на меня. Наконец спросила, что случилось. Она сказала, что я, наверное, считаю неправильным, что то, что произошло в городе той ночью. Я сказала, нет, все нормально. Я еще не хотела сказать Лоне, что что-то... Но я не могла подобрать слова. Хотелось заплакать, но мне не было грустно. Она поднялась и села рядом со мной на кровать. Я посмотрела на нее. Лони, ты думаешь, я бы смогла когда-нибудь... И в этот момент она поцеловала меня. Это истерический смех был сейчас. Ладненько, смотреть фото. Вот какое фото у нас пойдет на превьюшечку. Лони 94. У нас Лони пойдет на превьюшечку. Собственно, вот. Хорошо. Боже, Сэм. Журнал для мужчин, Gentleman. Июль 1994 год. НЛО. Скрытая правда. Специальное интервью. Шеннон Дорти. О, боже мой, Шеннон Дорти. Блядь. Простите, я сейчас всплакну. В этой игре упоминается даже Шеннон Дорти, которая Бренди из 90-210, которая из «Зачарованных Прю», моя любимая. Царствие небесное. Недавно был год, как она умерла. А еще в этом году умер Коул. Джулиан Макмехан зовут его, да. Вот. Блин, я не хочу о грустном, но просто мне очень грустно. Все. В общем, специальное интервью Шеннон Дорти, эксклюзивное интервью с магнатом Дэвидом Геффином и, наконец-то, Джиллиан Андерсон. Окей. Шеннон Дорти. Блин, прикольно, я ее тут вспоминаю даже. Так, боже Сэм. А что боже Сэм? Что, она мужские журналы читает? Типа... У нас лесбиянка. Сестра или что, я не знаю. Но мы взяли ключ от подвала, значит, мы с вами направляемся в подвал, мы с вами все собрали. Да. Пойдем в подвал. Я не знаю. Давайте вот пройдем через вот эту штуку. Через тот шкафчик в подвал. А мне кажется, та дверь, короче, она как раз в подвал ведет. Вот та дверь, которая была там рядом с... Ой, ну ладно, в другую сторону тоже открывается. Ну вот и хорошо. Короче, вот тут вот, мне кажется, подвал. Где-то вот там вот. В той стороне. Боже, почему здесь нельзя бегать? Реально здесь нельзя бегать? Я просто нажимаю, вот пытаюсь какие-то кнопки нажимать, она не бегает. Ладно. Мне кажется, вот здесь подвал. Ну, если я не ошибаюсь. Если я ничего не забыла, да? Открыть дверь. Заперто. Нет, это не подвал? А в смысле? А где подвал? У нас здесь ключи от подвала. Это значит, что где-то есть подвал. Вопрос, где подвал? Ну, там точно нет подвала. Подвал где-то на этом этаже, значит, еще подвал на этом этаже. Очень странно. Очень странно. Сейчас, секунду. Так. Оттуда мы пришли, там подвала нет. Здесь подвал? Нет, здесь тоже нет подвала. Там шкаф, там тоже нет подвала. Какой-то бред. Это бред. Не находите ли вы, что это бред? Я нахожу, что это бред. У нас был подвал? Странный бред, я не понимаю просто. А, вот может быть подвал. Вот здесь подвал, наверное. Ой, господи, каждый раз, когда открывается дверь, мне хочется просто обосраться. Можно мы не будем в подвал заходить? Зачем? Надо было крест с собой взять, блин. Крест забыла. Ладно, пойдем. Здесь хотя бы пробки не выбьет. Ой. Ну, здесь без скримеров, я напоминаю, да? Сама себе напоминаю, что здесь игра без скримеров.
Не надо нам скримеры. Просто давайте как есть играть. Взять чипсы. У нас есть чипсы. Они просроченные 100%. Уже не нужны. Взять папку. Выкинуть папку, прочитать записку. Дорогая Саманта, хочется сердечно поблагодарить вас за приглашение на празднование Дня Благодарения в кругу вашей прекрасной семьи. Мне так понравился тот ароматный картофель. Было очень необычно находиться в компании с вашими родителями. Так долго, тем не менее, было довольно забавно наблюдать, как сложно было вашему отцу расслабиться хотя бы на 30 секунд. С уважением, ваш близкий и задушевный друг Лонни Д. Еще есть вторая. Уважаемая мисс Де Сотто, позвольте мне отблагодарить вас за гостеприимство на торжестве по случаю Дня Благодарения, которое вы организовали в имении вашего отца. Должна признаться, что относительно празднества, которое мы проводили в нашем доме, ваше было более увлекательным. Особенно я благодарна за время, проведенное с вашей бабушкой, замечательной дамой с прекрасным вкусом и изысканными манерами. Предлагаю собраться снова в это же время в следующем году. Вы согласны? С уважением, мадам Саманта Гринбайер Эсквайр. Такое ощущение, что это 18 век, что они общаются так просто слишком благородно. Вот. Я что хочу сказать. Надеюсь, что предыдущие все записки, которые находила, я действительно до конца читала. Что все страницы я прочитала, потому что я не уверена в этом. Если нет, сорян. Осмотрите рисунок. Ну, какой-то вот рисунок есть там. Прекрасный рисунок. It's different now. Теперь все иначе. I mean, we still hang В out том all the смысле, time что мы like продолжаем before. тусоваться, как и раньше, But но now теперь when no только one else is тогда, around, когда никого well, you know. поблизости. Ну, ты понимаешь. So you could say Так что we're можно dating, назвать это свиданиями, but it's но secret. скрытными. Secret Тайное dating? свидание? Я даже не No. знаю. I mean, I guess that's То the есть real сейчас difference. действительно все иначе. Now when we Теперь, get когда off the мы phone заканчиваем or говорить по go телефону home или for the прощаемся, night, чтобы пойти по Or домам, it's just quiet или and когда мы we're просто alone. наедине, We say мы I love говорим you. друг другу «я тебя люблю». Теперь все иначе, я положила в рюкзак. Хорошо, а где можно еще включить свет? Тут... У меня Алекса внезапно включилась. Я ненавижу эти моменты. Когда я играю типа хоррора или что, у меня Алекса врубилась внезапно. Я охуела, сейчас, секунду. Алекса, стоп! При том, что когда я сказала Алекса, стоп, она меня не услышала. А дверь дверь на кухне открыта. И она, по идее, меня должна была услышать, потому что я заорала даже, чтобы она делала стоп. Знаете, что она играла? Слава богу, не мрачную музыку. Она включила Питбуль. Типа этот, как это называется песня? Tonight, вот это. I'm in love like you tonight. Give me everything tonight. Очень актуально. При том, что я хотела пойти в этом году на Питбуля, но не получилось. Все билеты распроданы были. Бля, я сейчас охуела. А что она врубила ее внезапно? У меня, короче, это самая вторая, короче, которая как Алекса, только русская. Не буду говорить ее имя, а то она сагрится еще на меня. Она здесь стоит? В комнате. Ну, прям со мной здесь. А Алекса в жопе мира. Она, ну, типа, она на кухне, то есть, ну, там... Бывает, конечно, что врубается внезапно, это я знаю. Просто какой-то сбой, может быть, или еще, и у нее там шарики за ролики зашли, она врубила. Окей, когда днем. Сейчас у нас день, я играю, в принципе, в хоррорюшку, типа, не так страшно, типа, it's okay. Но у меня однажды была история, сейчас немножко отвлечемся от игры. Мы с парнем однажды смотрели хоррор, и это было реально... Или мы играли в хоррор, я что-то не помню, просто то ли мы смотрели, то ли мы играли. И там как раз было 12 часов ночи, там что-то из 12 до часу ночи. И у нас просто Алекса как раз после окончания игры или фильма, вот как раз титры пошли или что, врубает Алекса, причем мрачную музыку. И именно Алекса врубает. Я обосралась, я сказала, иди, выруби, пожалуйста, ее, я не пойду туда. И это было ночью, это было очень стрёмно. Боже мой. Ладно, давайте скинем все на то, что она уже старенькая, наша Алекса, и...
Ей пора на пенсию. Я хлебну воды, а то я скоро умру тоже. От страха. Короче, продолжаем. Хорошо, что я играю без скримеров, потому что это какой-то бред. Так, ладно, давайте мы врубим... Тянуть веревочку. Окей, что у нас здесь есть? Вот, блин, одно из моих старых заданий по половому воспитанию. Репродуктивная система... короче, это читать не буду, это задание просто, да? Мы не будем это читать. Это очень... Это просто задание, да? Зачем? Взять табличку. Что у нас здесь? Кейтлин. Is for kind, is for amazing, бла-бла-бла. Короче, ладно. Это просто ее аббревиатура имени. Подтянуть за веревку не нужно. Здесь у нас что-то есть? Здесь у нас ничего нет. Как бы давайте молиться, чтобы у нас свет не потух. Может быть, это, конечно, какая-то скриптовая хрень, что... Ну, типа скрипт. Ой, блядь, как стрёмно. И у нас вырубает свет, ну, как бы, все может быть. Я стараюсь каждый угол смотреть, чтобы действительно все мы не пропустили ничего. Вот это стрёмно. А чё, в доме никого нет? А отопление есть, а отопление включено. Что, блин? Кошмар, что так страшно? Смотрите, елки-палки. Свет есть? Свет будет? Не, надо было все-таки брать этот. А где свет? Крест надо брать было. И чё, и как мне играть? Я сейчас щурюсь, я реально ничего не вижу вообще. Как играть? Как играть, если света нет, алло? Если даже не... А, включи лампу. Вот, все. Спасибо, блин. Я уж подумала. Так, прочесть письмо. Дорогая Саманта Гринбрайер. Мы поздравляем вас с поступлением на летнюю подготовительную программу для абитуриентов колледжа РИД по направлению литературное творчество. Сессия 1995 год. На основании вашего портфолио и школьной успеваемости мы также рады предложить вам финансовую помощь, которая покроет 75% стоимости обучения на курсах летней программы. В прилагаемых документах содержатся детали вашего учебного расписания, дополнительных занятий, а также ваше направление в общежитие. Мы с нетерпением ждем вашего участия в нашей летней программе. И еще раз примите наши искренние поздравления. Джулия Моррис, представитель приемной комиссии. Окей. Хорошо. Иногда я так туплю. I was telling Я Lonnie that I сказала got Лоне, into что my попала college на summer летнюю программу program колледжа, thing. и уже я And I начала was all строить making планы, plans, и like, что она you должна should come приехать visit me, навестить меня, stay in my положить, dorm room. пожить со мной в And общежитии. she said, На что Sam, она I ответила: ship out on Сами, June 6 6th. июня уезжаю на курсы. I was like, Уезжаешь? Ship out? Куда? To Спросила я. where? She said, Она to ответила: basic training. на армейские What курсы. did you think Чем, I was по-твоему, я doing all that занимаюсь все это время? ROTC stuff for? Что-то I там. guess she's Она, been наверное, planning to лет с join the 12 army right планировала after high пойти в school армию since she сразу was после like, окончания старшей школы. 12. И мне кажется, что она and I действительно guess she's собирается really это going to сделать. do it. So I was like, after Поэтому спросила: graduation, после I'm just выпускного я больше тебя не never увижу? going to see you again? She said, Она ответила: let's just have fun давай while we просто can. веселиться, пока у нас есть время. Короче, это какая-то история о неразделенной любви между девочками, насколько я поняла. Ну, вот, ну, как есть, давайте так. Ричард Гринбайер, доктор философии. Это, походу, папа. Ну, Ричард Гринбайер, это отец. Профессор, лауреат по английскому языку, университет штата Орегон, 1956 год. Это, по-моему, ну, скорее всего. Если у нас 96 год, то это отец, короче, 100%. 100% батя. Одна из папиных книг. Что к ней прилеплено? Давайте посмотрим, что к ней прилеплено. А что к ней прилеплено? А что к ней прилеплено? А, вот, письмо. А как его прочесть? Письмо от дедушки. Алло? Письмо от дедушки. Это странное? Женщина, ты можешь письмо прочитать? Ты можешь письмо прочитать, а не книгу взять? Что это за бред? Что ты делаешь? Ну, алло? У нас это, баг какой-то словился. И что? А прочитать не судьба? Ну как его отделить-то? Она не хочет брать, какая-то больная, ладно.
Открыть папку. У нас еще здесь. Думаю, это мамины бумаги о гражданстве. Соединенные Штаты Америки. Свидетельство о гражданстве. 20 июля 1972 года суд постановил, что Дженнис Элизабет Коннелли Гринбайер, проживающий по адресу 5-я авеню 1010, Сиэтл, штат Вашингтон, намеревается получить статус постоянного жителя США. Для этого она выполнила все предписания законом о гражданстве требования и получила право быть допущенной до процесса получения гражданства впоследствии впоследствии чего получила гражданство США. В удостоверении чего документ заверен печатью суда в 20-й день июля 1972 года от Рождества Христова. Бла-бла-бла-бла-бла. Секретарь окружного суда США. А как это в оригинале смотрится? Вот так. Отлично, хорошо. А мы не можем письмо деда прочитать. А как это понять? А почему? А схерали? Непонятно, блин. Ну, нам, в принципе, по сути... Не показалось? Нам, по сути, надо прочитать письмо деда. А я не могу. Какой-то бред. Хорошо, а вот здесь что у нас? Тоже какой-то... А чё такие подвалы огромные? Кошмар, как же стрёмно. Очень стрёмно, я не знаю. Это мои шаги, мои шаги. Взять открытку, положить обратно. А как прочитать? А, вот. Говорят, что лучше держаться с группой, когда идешь на экскурсию, Кейти. Мы с Лони решили пробраться на другую сторону водопада и немного заблудились. То есть сильно заблудились. На несколько часов. И только перед самым отъездом автобуса мы нашли обратную дорожку к лагерю и побежали по ней. Промокшие и перепачканные, мы громко кричали, чтобы автобус остановился. Из школы позвонили домой. Мама и папа сказали, у тебя никогда не было проблем до того, как ты встретила эту девушку, Лони. Но я не думала, что они действительно знали о нас. Ну, короче, да. А вот ребята из школы, боюсь даже подумать об этом. Кетти всегда держалась с группой. Держись с группой. Кетти, всегда держись с группой. Держись с группой. Все, я понял. Хорошо. Держись с группой, положила в рюкзак. Открыть ящик и снова читаем. Газета округа Бун, пятница, 10 декабря, 65 год. Аптека Масана меняет владельца. Покупатели с Мейн-стрит были очень удивлены сегодняшним объявлением о смене владельца аптеки Масана. Это случилось впервые с момента ее открытия 10 лет назад. Ходят слухи, что аптека была срочно продана за бесценок. Мы поинтересовались мнением нового владельца, мистера Самуэля Онстина, давнего помощника Оскара Масана, господи, прости. Относительно слухов, что аптека продана всего за $, его ответ. Подробности сделки останутся только между мной и мистером Масаном. Сам же мистер Масан заболел и недоступен для комментариев. Аптека Масана остается на прежнем месте, но теперь под новым руководством фотограф бла-бла-бла. Такой-то. Хорошо, а что у нас там? Вот так. Массанс. Окей. Так оно выглядит. Вот так оно выглядит, как вырезка из журнала. А здесь, здесь... И здесь проход. Слушайте, у меня все-таки вопрос. А почему я не могу прочитать все-таки никак записку от дедушки? Это же ненормально, да? Давайте мы вернемся еще раз посмотрим. Где? Мы ящик еще не открыли. Йо! Осмотреть обрывок бумаги. Сейчас я воды попью или кофе, подождите. Золотой кулон 585 пробы в виде 2 половинок сердца с возможностью нанесения до 10 символов, имена, даты, инициалы. Все, что вы сможете вообразить. Подарочная упаковка, импортный ЛС. Что, хорошо. А теперь мы можем прочитать деда записку? Что прикол? Это прикол какой-то? Почему мы не можем прочитать деда записку? Письмо от дедушки. Мы как-то не так берем? Бред. Я не понимаю. Ну просто я пытаюсь уже какие угодно нажать клавиши, чтобы оно просто почитало. Какой-то бред. Я не знаю. Ну, не берется, ребят. Вот. Видеть Бога я пыталась. Давайте дальше идти. Так. Куда мы там шли? Вот сюда? Да, вот. Я не знаю. Какой-то бред. Или мы отсюда пришли? А что здесь свет горит? Мы отсюда пришли? Нет, мы отсюда не пришли.
А здесь свет горит. А съерали. Так, опять лагающаяся. Официально заявляю, в этой игре лагают лестницы. Они очень фризят, тормозят прям. Смотрите, вот что это, блядь? Что за лабиринты в этой игре? Кошмар. Окей. Осмотрите обрывок бумаги. Костюмы, скелеты, дьяволы. Черлидеры из клипа Smells Like Teen Spirit. По-моему, нас очень преследует эта песня, как бы. У нас было это же название в игре Road 96, кто помнит, с первой, по-моему, части. Также здесь. И это интересно, да, спасибо. Простите. Осмотреть обрывок бумаги. Девочка из дома психопата. Почему круто быть девочкой из дома психопата? Крутая вещь номер 1. Идешь по коридору, а все думают, что ты не замечаешь, как они пялятся на тебя и шепчутся за твоей спиной. Наверное, потому что они не слышали о существовании периферийного зрения и слуха. Эта ситуация соври маме и папе. Но оно того стоило. Девчонки на сцене были такими громкими и живыми, а еще потрясающими. И все двигались вместе, как одна огромная волна звука. Окей. Меня смущает, что везде уже включен свет. Ну, как бы... Хотя, подождите, мы когда пришли домой, свет был включен? Нет, не был, по-моему. Свет был выключен. Мы его сами включали. Осмотреть комикс. Женщина вне закона. Это объясняет тебе, кто главный в этом баре. Она... непокорнее дикого мустанга. Ни одна женщина не будет указывать «не». Ай! Короче, какой-то бред. Снова такой бред, и везде один бред. Капитан А. Рева Л. Бла-бла-бла. Короче, она любила рисовать комиксы, я так понимаю. Ну да. Наслушалась. Достаточно было. Бла-бла-бла. Осмотреть журнал. Его не повернуть, ничего, вообще. Непонятно что. Ну, осмотреть журнал, а что? Вот. И не прочитать. Ясненько. Он сам переворачивается. Снова чипсы. Кто-то любил есть чипсы. Кому? Саманта Гринбрайер. От кого? Директор школы Шелтон Гроссман. Уважаемая мисс Гринбайер, я высоко ценю время и силы, которые вы вложили в написание вашего письма. Оно было грамотно составлено и показывало вашу заинтересованность. Но тем не менее, письмо не повлияло на мое мнение о данной ситуации. Несмотря на то, что мисс Де Сота, как я понял, является вашей подругой, суть в том, что она испортила школьное имущество нецензурной лексикой. Тот факт, что она, как утверждается, испортила свой собственный шкафчик в отместку другому ученику за то, что он сделал то же самое с вашим шкафчиком, является несущественным. Что касается вашей жалобы на то, что никто из других учеников не понес наказание за участие в происшедшем, то дело в том, что виноватым себя никто не признал. А убедительных доказательств, указывающими на того, кто мог бы испортить ваш шкафчик, предоставлено не было. Другими словами, наказывать некого. Я предполагаю на этом закончить дискуссию по поводу данного инцидента, поскольку это лишь привлечет к вам еще больше нежелательного внимания, что, как вы заявляете, и послужило причиной вашего всего случившегося. Окей. I don't get Lonnie Иногда я sometimes. совсем не понимаю Лонни. Like her band, Такое чувство, что ее and our группа, zine, and her hair, наши and журналы, ее everything волосы, are all все anti-authority. было направлено на борьбу с властью, но я следила за ней, где она, She's doing drills тем не in менее, отлично perfect обучалась и formation, покорно выполняла приказы. following orders, no question. And there's all this stuff in the news about И don't все ask, эти don't новости о tell. законе, не спрашивай, не She's говори, gonna join мол, the она army собирается and в then армию и have должна to врать about о who том, she кем она is. является. She said they Она don't need to говорила, know они what не they don't должны need to знать know. то, что Like им it не was no нужно big знать. deal. И казалось, что это пустяком. This from the girl who И это trashed я her слышала от locker девушки, to, которая like, разгромила defend свой my любимый honor. шкафчик, чтобы защитить мою I've learned when to честь. stop arguing, К though. счастью, я знаю, когда I стоит don't think прекратить Lonnie спорить. even gets Думаю, Lonnie иногда Лонни не sometimes. понимает саму себя.
Открыть коробку с пиццей. Давайте закроем, чтобы не воняло. Она положила в рюкзак. Хорошо, положила и положила. Так, я музыку никакой больше слушать не буду, потому что она защищена авторскими правами на YouTube. Мне пришлось вырезать с прошлой части, где я слушала музыку. Взять этикетку. А зачем? Положить обратно. Господи, шо ж так темно? Это пиздец. Блять, а хули такие большие коридоры? Это ж нахуй... Я не могу не материться, просто какой-то бред. О, я знала, что мы вот так вот пройдем, я знала. И мы так прошли. Все, это вот вторая часть. Вот тут письмо лежит. Я в этот раз ничего не пропущу. Ну, не письмо, а бланк. Салон красоты Жозефина. Имя клиента Джен... Здесь мигает свет. Greenbrier, стилист Шари, дата 22 февраля, мытье головы, укладка покрытия... $119.50. Отлично. Хорошо. Включить лампочку на всякий случай. Прочесть письмо. Игра-читалка. Предложение о повышении. Дорогая мисс Гринбрайер, старший специалист по охране природы, вы проявили образцовое управление операцией по запланированному выжигу сухостоя. В прошлом году во Флинтлоке, Флинтлоке. Так как наша служба нуждается в профессионалах для ведения региональной операции, мы предлагаем вам пост регионального директора по охране природы. Вы будете ответственны за проведение операций по всему северо-западному Орегону. Место станции лесничества национального леса Флинтлок. Вы будете работать в офисе регионального управления на Балхран-Роуд, 128. Кандидата на ваше прежнее место будем искать согласно вашим рекомендациям. Пожалуйста, сообщите о своем решении как можно быстрее. Мы ждем с нетерпением. Подписано Брюс Пендлтон. Окей. Взять учебник, положить обратно. Прочесть записочку. Лонни, ну извини, моя мама была такой стервой прошлой ночью. Она редко бывает дома с тех пор, как стала работать в лесу в часе езды от дома. И вчера, когда она вернулась, она сорвалась на тебя, потому что ты не член семьи, ничего ей не возразишь. Прости, что так вышло. Эх, да ладно, бывает. Я думаю, она просто завидует нашему крутому и беззаботному образу жизни. Мне жаль тебя. Мне-то повезло, моя мама живет во Флориде. А ты каждый день сталкиваешься со своей. Извини, я не хотела поднимать подобную тему. Наверное, не стоило мне вообще жаловаться. Нет, я на полном серьезе. Моя мама помешана на христианстве. Этот ее новый муж Дон, этот ее новый муж Дон полный дебил. По-моему, жизнь с ним во Флориде ее кара вечная. Похоже, ты не горишь желанием жить с мамой во Флориде. Нет. Окей, это была маленькая переписочка и вот такой вот рисуночек. No. Там было написано no. Хорошо, смотреть обрывок. Программа Inside Edition 21:00, 8 канал. Следственная группа посетила лагерь, где специалисты помогают подросткам подобрать девиантное поведение и гомосексуальность. Katie, Кэти, you know how ты mom же and знаешь, dad какие are. мама и папа Not не exactly совсем прогрессивные super в отношении open-minded некоторых вещей. about things. It feels like every minute Все I время, don't spend которое with я не Lonnie, провожу I с Лони, spend я worrying переживаю, about что them родители finding out узнают про about нас, и us. что произойдет после What would этого. happen if they did? You know Dad's joke about Помнишь the папину nunnery шутку про that he'd женский tell whenever he монастырь, brought которую boys around он the нам old рассказывал house? каждый раз, когда ты I проводила? wonder where he'd wanna Интересно, send куда me. бы он отправил меня? Так, Дэниел сказал, что он зайдет, чтобы забрать свою приставку. Вы задолбали, перезвонить Дэниел. Вы задолбали меня со своим Дэниелом. Пусть приходит, пусть забирает, ну. Так, здесь ничего нет. Здесь ничего нет вроде бы. Осмотреть журнал. Вроде бы ничего. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Нам вообще по логике нужно смотреть постоянно на карту, а я нифига не смотрю на нее. Я нахожусь здесь, мы идем в подвал, и у нас там еще крестик есть. Я покажу мышкой. Вот еще один крестик.
Мы здесь еще не были вроде бы. Не, дох. Или были? Так, секунду. Мы были здесь. Мы здесь нашли. Здесь есть. Мы сейчас пройдем вот сюда. Мы сейчас здесь, мы идем здесь, пойдем сюда и пойдем как-то вот так. Мы пойдем снова в подвал. Или мы... Подожди, стоп. Или мы вот здесь, мы сейчас пойдем так. Господи, какой дом? Это какой-то особняк, это не дом. Там подвал, это 3-й этаж снизу просто. Мы вот здесь же нашли или нет? Подожди, этажом выше. Здесь мы нашли, я уверена. Мы должны еще попасть на чердак, мы на нем не были. Мы попали сейчас в подвал, этажом ниже. В подвале мы сейчас... Мы не прочли только записку деда, что очень странно. Этажом ниже, вот. Складское помещение, чулан. Короче, вот тут я не уверена. Кабинет папы, давай... А, стоп, нет. Или? Кабинет папы, здесь я была, здесь я нашла номер. Может быть, это новый крестик? Давайте проверим. Мы сейчас проверим. Сейчас мы немножко здесь полазим, потусим. Осмотреть обрывок. А как его повернуть? А, вот. Fire. Вот, повернуть. Вот. Господи, его нужно было просто взять, увеличить. Аудитория Касля. Короче. Положить обратно, он нам не нужен. Он нам не всрался вообще. Сдвинуть дверь. Ёпта, ты ее сдвигаешь, конечно. Обосраться, не всраться. Так, потянуть за веревочку. Точи записочку. Сэм, этот череп был крупнейшей вещью, которую я нашла в Мексике. Стоил где-то $3 американских. Мне он очень понравился. С Рождеством скучаю, Ал, береги его. Где череп? Какой череп? Мы еще черепа не находили вроде как. Мы находили с вами крест, который я не взяла с собой. Какого черта так стрёмно? Включаем свет. Взять мамину сумочку. Сумочка нам не нужна, выкинуть ее. Здесь у нас ничего, только вот это смотреть. Вот. Привет, Жен. Я достал 2 билета на Earth, Wind and Fire в четверг. Но моя девушка говорит, что не пойдет. Ее ужасный музыкальный вкус опять напоминает о себе. Получается, что у меня есть лишний билет. И я подумал, может, тебя это заинтересует. Всякое веселье... всяко веселее, чем стричь кусты под холодным ливнем. Верно, Рик? Рик, это, по-моему, ухажер нашей матери. Но это если я не ошибаюсь. Еще одна открытка, которую я отправляла. Привет, мам и пап, Сэм. Привет, мам, пап и Сэм. Ватикан странный. Как вы видите, у католической церкви все еще есть куча денег, оставшихся со средних веков. Я должна увидеть все здешние творения искусств, включая потолок Сикстинской капеллы и скульптуры. Сикстинской капеллы и скульптуры. Микеланджело, Донателло и других черепашек-ниндзя. Мама, мы должны съездить сюда с тобой вместе. Мне бы хотелось побывать здесь с кем-то, кто действительно ценит историю. Кроме того, Сэм, у них есть разные реликвии, например, останки тел важных мертвых людей. Ты тоже должна сюда приехать. Следующая остановка Барселона. Успокойся, папа. Бык меня не растопчет. Наверное. С любовью, Кэти. Осмотреть журнал. Открыть, снова читаем. Осмотреть. Сэм, так как ты отказалась выслушать нас сегодня днем, мы с мамой решили предельно ясно изложить это в письменном виде. Ты под домашним арестом до конца месяца. Тебе запрещено пользоваться телефоном и брать машину. Можешь только для поездок в школу и обратно. Мы понимаем, что ты сейчас испытываешь, но мы не можем позволить тебе вести себя так в школе. Для ясности, после домашнего ареста мы не разрешаем тебе закрываться в своей комнате, пока Лонни находится в нашем доме. Это наше последнее слово по этому поводу. Вернись к прежнему образу жизни, и таких недоразумений больше не повторится. Папа. Посмотреть бланк. Направление Саманта Гринбайер в офис директора. Причина распространения недопустимых печатных материалов на территории школы. I
had an Сегодня вечером у меня был interesting talk with Mom and занимательный Dad разговор tonight. с родителями. Один When из you тех were never разговоров, gonna которые need бы to ты have. никогда не захотела иметь. I mean, То есть, you've known, right? ты даже... I've Ты же known. знала про меня, верно? Ну, я все I've решила known для себя, since, наверное, like, еще с принцессы She-Ra. Ширы. Mom and Dad didn't, Мама и I папа guess. так и не считали, так не считали They этого. saw the zine Тем не and менее, они stuff on the увидели locker, журнал и and they вещи were на like, моем шкафчике и спросили, something ты we не should хочешь know нам about рассказать you про and себя и Lonnie? Лони? And so here's the Так вот, thing. я была I was готова к prepared этому, for them to be mad, что они or разозлятся или disappointed, разочаруются or во start мне crying, и or начнут something. кричать или еще But что, they were но just они in просто отказались denial. понимать меня. You're too young to know what you Ты want. слишком молодая, чтобы You and знать Lonnie о are том, just что good тебе нужно. friends. Вы с Лони You just всего лишь haven't met the хорошие right друзья, boy. тебе просто еще It's a phase. не повстречался подходящий мальчик. That's what I didn't see coming. Я даже не могла предположить, wouldn't что они even не могут проявить достаточно respect уважения, me чтобы enough. поверить мне. To believe me. Well, Ладно. joke's on them. Ну и шут, 'Cause they're ну in for и one шут very с ними. long phase. Просто у них такой очень долгий период. Окей, да. Все мы с вами, в принципе, изначально правильно понимали. Так, дальше. Снова письмо. Прежде всего, поздравляю, Дженнис Гринбай, оригинальный директор. Я поздравляю тебя с тем, что ты собираешься принять предложение о новой работе, не так ли? Ну и чего ты ждешь специального приглашения? Перезвони им. Но сначала давай обсудим вашу прогулку на природе с нашим любимым самцом во фланевой рубашке, какой-то там рубашке. Вот это да, звучит как будто ты вкладываешь особый смысл в невинное свидание. Ты уверена, что это нечто большее? Ты сказала, что у него есть девушка. Ты уверена, что у них все серьезно, что у них не серьезно? Хорошо. Итак, мы должны с тобой увидеться лицом к лицу. Хватит уже этих писем. Я должна тебе поздравительную Маргариту, начальница. До скорого, с любовью, Кэрол. Больше бы мы ничего здесь не нашли. Ничего. Хорошо. Ладненько. Взять разглаженную рукопись. По-моему, я слышу какие-то скрипы еще, да? Как будто кто-то стул двигает или что. Случайный воитель, что-то там, не забрасывая это милое. Будто кто-то стул двигает. Может быть, мне не кажется, как бы, ну, все может быть. Здесь ничего, здесь ничего. И здесь ничего. Идем дальше. Сдвинуть дверь. Господи, как же страшно-то. Я круг обошла? Да. А здесь я ничего не смотрела? Нет, ничего здесь. Ничего. Снова. Почему такой дом? Кухня, господи, простите. Какого черта такой дом огромный? Снова музыка. Нам музыка не нужна. Мы ее больше слушать не будем. Взять колоду карт нам не нужно. Нет, взять кассету нет, спасибо. Закрыть ящик. Писем нет, ничего нет. Хорошо. Взять книгу. Случайный спаситель. Еще одно откровенное издевательство, но... Короче, ясненько. До свидания. О, мы на кухне. Нажать до завтра воды. Окей, мы еще можем открыть холодосик. Короче, ребятки, мы с вами прошли подвал, мы с вами прошли это, я не знаю, кухню можем мы сейчас закончить, просто мы пока там... Давайте мы продолжим в следующей серии. Вот я прямо так стану, чтобы вот кухню начать со следующей серии. Короче, спасибо всем, мои хорошие, что досмотрели это видео до конца. Поставьте лайк, пожалуйста, и подпишитесь те, кто еще не подписан, потому что я смотрела статистику, чё и как, и я понимаю, что меня большинство смотрит без подписок. Мои хорошие, пожалуйста, мои лапочки, мои лапулечки, подписывайтесь, пожалуйста, если вам интересен мой контентик, если вам интересно со мной летсплеить, пожалуйста, подпишитесь, нажмите просто кнопочку, сделайте ее, пожалуйста, серенькой, пожалуйста. И будем оставаться с вами на связи. Если вы подписаны, но вы не знаете, когда выходят мои видео, вы знаете, что делать, да? Нажимайте колокольчик, и у вас будут уведомления о моих новых видео. Вроде бы все сказала.
Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Жду вас в следующей части игры Gone Home. Вы были на канале Трайза, меня зовут Карина, и всем пока! Let's have a